Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие события произошли, какие новости, ну и что нам ожидать от движения рубля, доллара, нефти и других ключевых активов сегодня на открытии российской площадки. Так, ну вот сейчас все внимание приковано к американским трежерис, которые начали активно продавать. Идет, как мы видим, это месячный таймфрейм, идет рост доходности. Рост доходности идет тогда, когда актив сбрасывают, он никому не интересен. Ну, соответственно, тут какие могут быть причины? Либо избавляются от актива, который не интересен, либо нужна долларовая ликвидность. Пока, с моей точки зрения, таких серьезных оснований для того, чтобы была нужна долларовая ликвидность, я не наблюдаю. Если вы со мной не согласны, пишите в комментариях под видео. С моей точки зрения, здесь ключевая сила, которая этим движет, это разгон инфляции. Причем, как мы с вами наблюдаем, по росту цен сырья, стоимости перевозок, логистики, это именно разгон той инфляции, которая плохая, которая не увеличивает рост экономики, а которая просто раздувает цены и наоборот ухудшает покупательскую способность и затрудняет восстановление экономики. Итак, то, что сейчас происходит, рост доходности трежери США и, соответственно, стоимость обслуживания долга для американцев она возрастает, государственного долга. Это в средней и долгосрочной перспективе достаточно негативный процесс. Давайте посмотрим, что происходит с котировками. Так, друзья, ну вот график Викса, дневной таймфрейм. Смотрите, здесь американские аналитики американских банков прогнозировали, что будет схлопывание волатильности реальной и бумажной, которые в деривативах. Однако что-то как-то схлопывание не произошло. Скорее вот здесь вот эти вот фигуры, которые возникают, они приводят к взрывному росту. Вот. Здесь, собственно говоря, у нас взрывной рост и произошел. Конечно, это пока не рост, который был 27 января, когда буквально в космос все унеслось. Но как мы с вами видим, все движения, они приводят к тому, что как бы не стучался в донышко 2019,5, все равно идет отбой и рост волатильности. Текущая ситуация указывает на то, что на рынках все далеко не айс, и в любой момент может начаться серьезный коррекционный откат. Пока как бы это движение, оно не говорит о том, что все пропало, шеф. Вот. Но в любой момент оно может перерасти в то, что на рынках начнутся активные распродажи и все посыпется. Критерий того, что это будет происходить. Ну, для того, чтобы это началось, я думаю, надо хотя бы 42-45 по Виксу пробить. Тогда уже можно будет сказать, что все как бы движение в штопор приходит. Вот, но пока, да, это рост волатильности, он неприятный, потому что рынки начинают проседать из-за этого. Но пока сказать, что из-за этого полномасштабный кризис надвигается, нельзя. Но то, что происходит с доходностью американских ОФЗ, трежерис, прошу прощения, десятилетних, которые наиболее показательны, здесь как раз все указывает на то, что ситуация, она постепенно начинает развиваться в негативную сторону. Вопрос только в том, насколько быстро это произойдет. Это произойдет сейчас или это произойдет чуть позже. Я предполагаю, что это все-таки до середины апреля, скорее всего, дотянут. Так, друзья, далее S&P, американский индекс, дневной таймфрейм, это SFD на фьючерс. Ну вот волшебный уровень 3820, он, соответственно, вчера пробит не был, закрылись чуть выше. И сегодня здесь немножко уровень вот этот вот съехал, он съехал на границу нижнюю вот этой свечи, на 3800. Ну и здесь у нас 3800 сейчас будет выступать ключевым уровнем, либо отбиваемся и пойдет отскок сегодня или в понедельник на 3880, либо если здесь сейчас происходит пробой и закрепление пробоя, то развивается движение, цель которого будет в районе 3700-3720, вот здесь вот. Вот. Ну, такое движение, оно в принципе может привести к массовым распродажам и остановке уже только на 3500, вот здесь вот. Поэтому сегодняшний день, он скорее всего будет очень важен в плане того, произошел ли это просто коротенький пролив и пойдет возврат, или развивается уже падеж.
Судя по тому, что 3820 вчера все-таки не пробили, то есть его прокололи, а потом вернулись, но закрытие было повыше. Вот, это дает достаточно существенную вероятность того, что здесь произойдет отскок. Вот. Но опять же, загад не бывает богат. Если сейчас 3800 пробиваем и начинаем торговаться, то следующая точка приема это 3700. Вот. Ну и вот это движение, если оно начинает сейчас развиваться, оно с высокой долей вероятности ведет вот сюда. Вот. А дальше посмотрим. Так, друзья, давайте пробежимся по позициям Форекс ММВБ. Начнем с фьючерса РТС. Здесь, в общем-то, нету выраженной ставки на то, что будет устойчивое снижение или рост. Немножко более сильная ставка на то, что продолжится снижение. Сейчас мы по графику посмотрим, куда это снижение может привести. Но пока я бы не сказал, что здесь прямо такое выраженное обвал сегодня произойдет. То есть да, может быть, еще немножко вниз продолжится движение. Но дальше все будет зависеть от Америки и нефти. Так, Сбербанк фьючерс на акции, но здесь уверенная ставка на то, что Сбер будет проседать. Газпром, здесь очень хорошая ставка на то, что Газпром пойдет вниз, судя по динамике изменений позиций юрлиц. Норникель, но здесь вообще трешак, здесь просто посбрасывали и наоткрывали огромное количество шортов, то есть ждут все-таки развития дальнейшего движения вниз. Так, рубль-доллар, сишечка, ну смотрите, здесь ставка на то, что снижение рубля продолжится. Цели мы сейчас посмотрим по графику, но я бы не сказал, что здесь прям такой штопор ожидается. То есть да, как бы ставка на снижение, но пока эта ставка, она не указывает на развитие там какого-то очень обвального движения такого. И опять же обращаю внимание, здесь лонги по рубль-доллар, юридические лица срезали. Шортов нарастили не так много, как срезали лонгов. Но там есть один маленький нюанс, который указывает на то, что еще немножко движение на ослабление рубля, оно продолжится. Сейчас мы по графику посмотрим, куда приведет. Да, здесь нету такой уверенной ставки на то, что доллар будет укрепляться, потому что, видите, лонги здесь срезали. Но есть здесь определенное соотношение позиций, это раз. Во-вторых, те сделки, которые были на вечерней сессии, они указывают на то, что еще ослабление рубля может продолжиться. Так, евро-рубль, но здесь ставка на то, что евро к рублю откатится. Евро-доллар, здесь изменение позиции таково, что сложно сделать однозначный вывод. Британский фунт, здесь уверенная ставка на продолжение роста. Нефть, здесь ставка на коррекционный откат. Серебро, здесь ставка на боковик. Так, и золото, здесь ставка на то, что продолжится проседание. Так, друзья, давайте перейдем к нефти. Недельный таймфрейм, нефть Brent. Ну вот смотрите, вот этот уровень 66.25, на нем все застопорилось. То есть, как вы видите, дальнейший рост, он не пошел, к сожалению, увы. Вот. И если неделя будет закрытие ниже этого уровня, то с высокой степенью вероятности мы получаем коррекционный откат. По дневному таймфрейму у нас здесь разворотная формация, и если она реализуется, если будет пробитие 64,8, у нас цель движения будет находиться вот здесь в районе 62,7, 62,6. Это первая цель, которая, если не устоит, тогда пойдем испытывать на прочность вот этот сильный уровень, который не так давно пробили. Что касается сегодняшнего положения дел, вот прямо сейчас, видите, пробили более высокий сильный уровень 66.25, сейчас 8.49 по Москве. Если здесь произойдет разворот, то есть если не пойдем ниже, не будет пробития 65,8, 65,7 вот этого диапазона, то мы отсюда отскочим, и цель этого отскока может составлять вполне движение на 67,1, 67,3. Единственное, здесь вот эти, скажем так, цели, которые вверху стоят, они немножко жидковаты, и поэтому отскока может не получиться. Вот. Я бы сказал так, что текущая ситуация, она 50 на 50. Вот. И поэтому высока вероятность того, что будет пробит этот диапазон и пойдет дальнейшее движение, у которого цель 64,9, и в случае пробития 64,8, 64,7 мы увидим более серьезный коррекционный откат по нефти.
Поэтому по нефти я предлагаю посмотреть, что будет до 11 часов, будет ли дальнейшее движение вниз. Тогда весьма вероятно она начнет корректироваться как минимум сюда. Если такого движения не будет, то она, скорее всего, сегодня, по крайней мере, до 3 часов отскочит и сходит на 67,2. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС пробили 144,5 и после этого пошло движение. Вот мы пришли в первую точку, с которой может произойти отскок. Это в районе 142 тысяч. Поэтому сегодня, я так предполагаю, если разовьется дальнейшее движение, сейчас мы посмотрим более детально на коротких таймфреймах. Так, но у нас, смотрите, получается следующая ситуация. Достигнутое значение -140 тысяч, вот отсюда может быть и разворот, и коррекционный отскок. Цель этого отскока — движение на 147 тысяч. Если сейчас вот отскок не происходит или не начинается консолидация в этом диапазоне, то у нас цель движения уже сегодня может составить 136 тысяч. Так, друзья, далее золото. Смотрите, на самом деле вот то, что идет такая просадка по золоту вкупе с распродажей облигаций, это достаточно тревожный знак. Тревожный знак — это потому, что облигации, если распродают из-за боязни инфляции, то по идее золото должны скупать. Но золото тоже продают. Это может говорить о том, что все-таки, наверное, причина связана в том числе и с тем, что нехватка долларовой ликвидности. Если такая ситуация возникнет и она ужесточится, то это может привести к тому, что мы наблюдали в марте, когда падало вообще все. Итак, по золоту дневной таймфрейм, но здесь смотрите, пробили 1780, не удержались. Дальше следующий уровень 1766 пробили, не удержались. Есть промежуточный уровень 1752, но вот высока вероятность того, что после пробития 1780 и 1766 разовьется движение, цель которого будет 1700. Вот, поэтому золото сейчас в лонг на какой-то средний срок, я считаю, рассматривать достаточно неоправданный риск в себе несет такая позиция. А внутри дня сейчас мы посмотрим. Так, ну вот часовой таймфрейм. По часовому таймфрейму у нас, если не будет пробоя 1751 в течение там часа, двух, трех, то от текущего значения, либо от этого значения наиболее вероятно сформируется коррекционный отскок. И цель этого отскока будет сходить на 1775. Если мы вот эту область сейчас прошиваем, то здесь уже до 1700 будет со свистом лететь, скорее всего. Так, друзья, далее USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну смотрите, там фактически формально на форсе юрики сделали ставку на то, что лонговые позиции они порезали. То есть они ожидают укрепления рубля. Но с учетом тех сделок, которые вчера были вечером по рубль-доллар, по набору позиций, как-то вот на укрепление оно не похоже рубля. Скорее движение продолжится. Первая точка остановки 75,1, вот здесь вот. И если здесь он не останавливается, то нас поведет вот сюда на 75-75. Вот в этот диапазон, вот в эти значения. Но если переходить часовому к таймфрейму, то здесь действительно сформировалась уже разворотная формация. И все готово к тому, чтобы рубль-доллар откатился хотя бы на 74,3, а возможно даже и на 74,1, вот сюда, вот к этому значению. Вот, критерий, как будет развиваться событие, это на открытии пробой 74,95. Вот 74,95 если пробиваем, то наиболее вероятно 75,1 и дальнейшее движение выше. Если не пробиваем, то первая цель отката это 74,3 и потом движение в район 74,1, 73,9. Вот сюда вот к этому значению. Но вот часовой график указывает на то, что с большей степенью вероятности действительно это движение вверх на рост доллара, оно либо оно остановится, либо оно должно откатиться. И после отката продолжится. Но опять же, по дневному таймфрейму никаких разворотных формаций нет, оно должно лететь и лететь вверх. То есть доллар должен расти и расти. Так, друзья, далее евро-рубль. Евро-рубль tomorrow, дневной таймфрейм. Ну смотрите, мы вот подошли к верхней границе диапазона, который 91.
Вот мы сейчас на открытии либо пробиваем 91,1 и ракетой идем отрабатывать 91,8, 92. Или же, если такого пробития не будет, произойдет откат и возврат вот сюда, вот в этот диапазончик 90,6, 90,95. Вот. Судя по дневному таймфрейму, ну, на текущий момент весьма вероятно это движение оно себя выработало. Нужен какой-то коррекционный откат. Так, ну и вот часовик указывает на то, что здесь весьма вероятно будет в первой половине дня движение на 90,5, 90,6 вот сюда, в этот диапазон. Опять же, обращаю внимание, во-первых, здесь идет поджатие к уровню. Во-вторых, текущая ситуация, когда пошел выход из американского госдолга, она весьма создает высокую волатильность и неопределенность. Поэтому здесь пробой 91,1 на объеме, если он произойдет, разовьется, ну или же закрепится выше этого значения, весьма вероятно мы сегодня сходим и на 92. Вот поэтому первый час, первые минуты ситуация определится. Часовик указывает на то, что будет возврат. Вот сюда вот, но по дневочкам, ни по доллару, ни по евро нету никаких факторов, которые указывают на разворот и коррекционный откат. Вот. Ну и юрики делают ставку на форсе, на то, что рубль укрепится и к евро, и к доллару. Но опять же, структура сделок, которая была вечером по доллару к рублю, она указывает на то, что там никто никакого укрепления не ожидает. Вот. Поэтому ситуация противоречивая. Я думаю, здесь надо смотреть, как разовьется в первые минуты движения, как по рубль-доллар, так и по евро-рубль. Все, друзья, спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал и мой Telegram канал.